Дівчулі, дівчулечки, пришла до вас, не бійтеся. Моя хорошенька. Здравствуйте, меня зовут Инна, и мне надоело жить в городе. Сегодня 25 декабря 2021 года, и я принесла своим красоткам репчатый лук. Этой зимой я бы за этот репчатый лук забыла, но случилось одно происшествие у меня с курочками. 2 дня назад зашли с мужем в курятник и услышали страшный хрип. Одна моя красавица из белых хрипела очень сильно. Ну, я не совсем хороший блогер, за камеру я не схватилась, чтобы это все заснять, а побежала за луком. Натерла на терке, выдавила 2 мл лукового сока, и тут же с мужем в клюв мы дали курице этот луковый сок. Ну, я еще мужа поругала, что он не напомнил мне о том, что я блогер, и это все надо заснять. Ну, он мне сказал, ничего страшного, завтра дашь повтор на лук, все равно она за один раз не вылечится. Но вчера ходила я целый день, друзья, с этим шприцом, с луковым соком, искала эту курицу, которая хрипит, но она уже и не хрипела. Но для профилактики всем курочкам я нарезала лук и даю сегодня уже 3-й день. Просто нарезаю мелким кусочком и даю им. Вот как они прекрасно его едят. Ни в какой корм лук я не добавляю. Просто даю отдельно. И посмотрите на Султана. Он не будет есть, пока курочки не покушают. Вот ходит и будет ждать. Ведь лук – это же природный антибиотик, который помогает курам справляться с сезонными заболеваниями. Также в луковице содержатся вещества, которые оказывают противопаразитный эффект. Это же, понимаете, не лук, а какое-то чудо-средство. Не нужно о нем забывать. В зимний период обязательно курам нужно давать лук, но на одну курицу нужно давать не более 5 грамм лука. То есть одна такая вот большая луковица, которая весит примерно 100 грамм на 20 кур. В луке, друзья, очень много витамин. Допустим, витамин В1 улучшает аппетит и повышает яйценоскость. Витамин В6 отвечает за обмен жиров, белков и углеводов в организме у курицы. Витамин С – это природный антиоксидант, повышающий сопротивляемость организма к заболеваниям. Калий играет очень важную роль в период активного роста молодых кур. Фосфор способствует укреплению костной ткани, особенно необходим в период активного роста цыплят и во время активной яйцекладки у несушек. Магний отвечает за нормальный рост и формирование оперения у молодняка. Натрий улучшает перевариваемость корма, обладает желчегонным действием. Друзья, это же просто какое-то чудесное средство. И мало того, оно полезно не только для кур, но и для нас. Не забывайте тоже кушать по кусочку лука, он же такой полезный. Но обязательно помним, что передозировка лука тоже сказывается не в положительную сторону на курочках. Лук давать нужно для профилактики 1 раз в 2 недели. 1 раз в 2 недели. Но если вы услышали, что ваша курица хрипит и чихает, тогда я даю этой курице непосредственно в клюв 2 мл лукового сока 3 дня подряд, если она не перестает чихать вот после первого применения. А всем остальным для профилактики нарезаю лук и даю тоже 3 дня подряд. А если ваши куры здоровы, не хрипят и не чихают, то тогда даем лук 1 раз в 2 недели, 5 грамм на одну курицу. Ну и в курятнике, конечно же, должно быть чисто и сухо. У нас шли дожди, потом были морозы, и вот при входе в курятник, в сарае, вот такой вот кошмар. Сейчас муж вот это все уберет и заселим свеженькой соломкой, чтобы в ноги курочкам было сухо и тепло. Сразу же у курочек появилась работа и забота. Чистенькая свежая соломка.
Очень они любят, когда меняют подстилку, либо добавляют свеженькую, что-то там роют, что-то там ищут, какие-то зернышки. Всегда у курочек должна быть ракушка. Вон там вот за султаном в бутылке ракушка. Есть всегда у них в наличии. Кстати, вот бланшуля, которую я прошлой зимой от хрипов тоже вылечила луковым соком, и антибиотики ей давала, ничего не помогало. А вот луковый сок ей прекрасно помог, и с тех пор она бодра, здорова и весела. Да, бланшулечка? Красавица моя. Пользуйтесь, друзья, луком в зимний период времени для профилактики у своих кур болезней. Это средство не требует больших денежных вложений. Это не антибиотик, после которого нельзя употреблять яйца. Не забывайте, это простое и очень действенное средство. Если вдруг у вас чихает курица, либо хрипит, вот попробуйте, не пожалеете. И не надо пугаться, если вы дадите курице 2 мл лукового сока, и она будет стоять сначала с выпученными глазами, из клюва у нее будет идти такой, знаете, луковый пар. Муж, когда первый раз это увидел, вообще испугался, сказал, что я угробила курицу, но буквально проходит 5 минут, курочка оживает, и все с ней хорошо, не надо переживать. Вот попробуйте, не пожалеете. Пусть будут здоровы все ваши питомцы и вы. Всем всего доброго и хорошего. До свидания.